Истории, которые могут произойти с детьми в одной стране, совершенно непредставимы в другой. Сегодня я расскажу историю, которая наверняка вас удивит. Смотрите до конца, будет интересно. У Мишель Фортин двое детей: девочка 3 лет и сын на пару лет постарше. Они и во дворе не вели себя спокойно, но ездить с ними в ограниченном пространстве машины было истинное мучение. Стоял постоянный шум и крики. Они то забирали друг у друга игрушки, то были просто недовольны друг другом. Поэтому мать, садясь за руль, старалась отключать себя от их действий и следить только за дорогой. В эту поездку происходило все точно так же до тех пор, пока ее сын не стал кричать особенно громко. Мишель сделала усилие и включилась в ситуацию. Мальчик кричал, что его 3-летняя сестра отстегнула ремень безопасности на кресле. Обеспокоенная мать тут же остановила машину. Она открыла дверцу на заднее сиденье, снова пристегнула Камилу и стала объяснять ей, что нельзя отстегиваться от кресла. Но девочка дурачилась и смеялась. Женщина поехала домой, но та вновь отстегнулась. В ее голове поселилась мысль, что она больше не может управлять собственной дочерью. То, что сделала Мишель, вернувшись домой, было тем, что большинство матерей никогда бы не сделали своим ребенком. Отчаявшись, женщина достала свой мобильный телефон и позвонила в полицию, в Скоттсдейлское управление, и попросила помощи для своей дочери Камиллы, которая не желает соблюдать правила поведения в машине. ПО. В сути, она вызвала полицейских на своего ребенка. Она надеялась, что власти серьезно отнесутся к ее просьбе и помогут ей, поскольку она считала, что ее ситуация требует крайних мер. Вскоре домой к Мишель приехали двое полицейских и попросили разрешения поговорить с Камилой. Мать не знала, как они отнесутся к ее вызову и воспримут ли его серьезно, увидев маленького ребенка. Когда полицейские увидели малышку, они потеряли дар речи. Но потом стали очень серьезными и начали разговор. Офицер полиции сказал, что, если в поездке девочка не будет пристегиваться и другой водитель врежется в машину, ее матери, Камила, может получить травмы и даже умереть. Дочка испуганно смотрела на полицейских, и Мишель даже засомневалась, правильно ли она поступила. Также офицеры сказали девочке, что, если снять ремень безопасности, это будет нарушением закона и у нее могут быть неприятности. Девочка пообещала, что никогда больше не будет снимать этот ремень, пока не остановится машина и не скажет «мама». Мишель понимает, что, может быть, кто-то и осудит ее за вызов полиции к своему ребенку, но она только решила преподать девочке урок, который та никогда не забудет. И благодаря этому ее дочка не пострадает в дороге. А может быть, это даже спасет ее жизнь. Мать и не подозревала, что ее решение сделает ее знаменитой. Вместе с дочкой их пригласили на 2 известные передачи в США. Вместе с ними пригласили и полицейских, приехавших на вызов. Журналисты решили выяснить, как отнеслись полицейские к вызову к 3-летнему ребенку. Мишель очень обрадовал их ответ. Они были рады объяснить девочке важность правил поведения в машине во время поездки и надеялись, что и другие дети сейчас последуют примеру этой малышки, которая все серьезно восприняла. Полицейские поблагодарили Мишель и назвали ее настоящей матерью, которая, возможно, спасла жизнь своему ребенку. Да, водитель, везущий своих детей, всегда особенно осторожен на дороге. Но нет никакой гарантии, что водитель рядом или на встречной полосе окажется адекватным. Он может быть пьяным, ехать под воздействием наркотиков, быть лихачом или просто новичком, который не умеет реагировать в разных ситуациях. Поэтому многие посчитали, что Мишель поступила правильно и спасла свою девочку от будущих проблем на дороге. Эта история может свести с ума нашего человека своей абсурдностью, но особенно сложно представить реакцию наших полицейских в случае приезда на подобный выезд. А что вы обо всем этом думаете, правильно ли поступила мать девочки, или это уже перебор? Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.